Друзья, рада всех приветствовать на заседании нашего светского клуба. Уже традиционно начну с анонса. В первой части видео речь пойдет о нашем любимом хобби. Я поделюсь с вами своими достижениями вышивки за прошедшие 2 недели. А вышиваю я большую многоцветную картину «Базарный день» Теодора Жерара. Затем, не отрываясь от своего любимого занятия, мы вновь отправимся в путешествие по страницам истории, где нас ждут знаменитые загадки глубокой древности. Древняя Индия – это одна из первых цивилизаций мира со своей бурной историей, религией и великой культурой. Она до сих пор задает много трудных и неразрешимых вопросов исследователям. История Индии началась с возникновения харабской цивилизации, расположившейся в долине реки Инд. А вот о том, что известно нам об этой стране и ее народе, и пойдет речь во второй части видео. Итак, друзья, следующая глава нашего путешествия – «Страна слонов». А сейчас вышивка. 21 ноября. Стартанул новый отчетный период. И стартанул он, как видите, с домовых участков. Так, участок готов. Если не знать, что это строение мы вышиваем, трудно понять, что это. Я повторю. Внизу золотистый – это верх торговой палатки. И над ней, за ней дом. Так, это что такое, а? Одна опора балкона уже есть, здесь появится вторая. А это на фоне жилого здания начало зарождаться кованое ограждение, которое продлится и на следующем участке. Вот так оно выглядит вблизи. Это же кошмар, кошмар! Состоит в основном из разбросанных единичек. Соответственно, и вышивается первым. И на начальной стадии результат может ввергнуть в пучину отчаяния. С ума сойти. Да. Правда? Ведь перед взором возникает смесь ничего непонятного. И лишь по полному завершению эпизода наступает долгожданное прояснение. Да, особенно если смотреть издали. Далее я нанесла разметку для очередного эпизода, и мы с вами посмотрим, как он должен будет выглядеть на конве. Это будет вторая опора балкона и продлится вычурное с завитушками ограждение фонтана. И да, еще новый элемент, который находится в руках у одного из персонажей. Это плетеная из лозы переноска для птиц в виде клетки с крышкой и с ручкой в будущем. Вот так по крупиночке, шаг за шагом, крестик за крестиком вышивается ограждение фонтана. Разноцветные крестики этой металлической конструкции вышивались, друзья, такой россыпью смешанной, что казалось, они сползаются на канву все вместе в нужном месте, как те сказочные букашки. Ну, а я прямо как тот картаус. За сегодня добавили 700 крестиков, а с ними вот такой непонятный результат. Загадочный, я бы даже сказала. И снова чародействуем. Еще день и еще 944 крестика. Вот так огораживаемся потихоньку. Итак, лишь 27 ноября очередные 750 крестиков наконец-то завершили данную выделенную область. Вот такое кованое ограждение в итоге у нас получилось. Но самое основное и приятное – это
опоры балкона. Вот они. Все. Теперь наша Диана сможет смело выскакивать на балкончик при первых же признаках присутствия горящего пылкой страстью какого-нибудь своего Тристанчика. А мы, друзья, как видите, переместимся снова вправо. Здесь будет снова вышиваться постамент нашего Меркуши и это заморочливое ограждение. Конечно, оно смотрится интересно издали, но вышивать его, конечно. И вот так это должно будет выглядеть на канве. Вот. И будем продолжать вышивать клеточку плетеную с голубями. Так, и заканчиваем мы, друзья, пока с ограничениями, решетками, клетками и окунемся в небеса. Ну и, конечно, займемся домостроем. Как же без него? 2 декабря добавилось еще 1260 крестиков. Вот так. Небеса практически еще не тронуты. Вот немного внизу. Я думаю, что небом займемся, когда будут выстроены дома. 3 декабря. Дома выстроены. Участок неба вышит, воздушный, прозрачный, и часть постамента Меркурия закончена. Да, друзья, выстраиваем левую сторону улицы. Вот такая замечательная, солнечная она у нас получается. Участок этот вышивался очень легко. Да, не было разброса крестиков, конечно, единички, двушки и так далее. Все это имеет место быть, но со всем этим я легко справилась. Участок очень приятный и легкий в вышивке. Так, и здесь мы продолжим вышивать дома. Постамент у нас уже закончен. Частичку неба. И усложнит этот участок, конечно, металлическое ограждение. Вот этот участок, друзья. И снова собираются со всех сторон букашки разноцветные. Крестики, да. Вот так вот вышивается металлическое ограждение. Как мы можем видеть, оно будет продлеваться на этой области и немножечко зайдет на следующую. Перед вами, друзья, итог на сегодня, 6 декабря. И вновь первыми на канве оказываются перила. Я вышиваю от меньшего по количеству крестиков символа к большему, а ограда как раз и состоит из меньших символов. Вот поэтому она всегда на фоне остальных элементов первая. Хорошо уже различимы перила и даже просматривается их узор. Нелегко их, конечно, выковать, но и на их вышивку тоже требуется немало усилия и времени. Вот в следующем видео как раз мы посмотрим, как эта конструкция, предохраняющая от падения в фонтан, будет выглядеть в готовом виде. А теперь для любителей математики озвучу эту красоту в цифрах. Вышито уже почти 23% картины. В крестиках это составляет 79 450. За прошедший период 2 недели мне удалось вышить 12 500 крестиков. И впереди еще нас ждут 267 тысяч крестиков. Итак, друзья, достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. Вот мы и подошли с вами ко второй части видео. Сразу хочу поблагодарить вас за ваши просмотры, подписку, лайки и комментарии. Этим вы меня поддерживаете и вдохновляете на следующие выпуски.
Итак, как вы уже знаете, настраиваемся, друзья, на нужный лад и отправляемся в путешествие по древнему миру. Страна слонов. Древняя Индия славилась в древности многим, но больше всего своими слонами. В Китае при дворе царей династии Шан имелось только несколько слонов. У царей позднейших династий слоны и на показ не всегда бывали. В Индии же их держали тысячами. В большинстве случаев слонов использовали в военных целях. Был такой царь, который наряду с 600 тысячами пеших воинов и 30 тысячами всадников мог выставить 9 тысяч боевых слонов. Против них ничего не стоили стрелы с железными наконечниками и пики. А если слоны ранены, тем яростнее вламывались они в боевые ряды неприятеля, сметая на своем пути пеших воинов, всадников, ломая боевые колесницы и даже персидские передвижные башни, запряженные валами. Приручать слонов было нелегко, но труд окупался. Слоны живут долго и за свою жизнь успевают послужить 2-3 поколениям людей, а не так, как гораздо быстрее стареющие боевые лошади. Цари многих стран, особенно соседней Передней Азии, завидовали владыкам Индии за их слонов. Например, один из преемников Александра Македонского, Селевк I, после окончания одной войны отдал в жены индийскому правителю Чандрагупте свою дочь и отказался от лежащей в долине Инда провинции, а за это получил 500 слонов, с которыми позднее ему удалось выиграть много сражений. Опыт индийцев решил использовать и Ганнибал. Чтобы победить римские легионы, он двинул против них боевых слонов. Индийские правители и другие знатные вельможи часто и в мирное время ездили верхом на слонах или запрягали слонов в свои парадные колесницы. У кого хватало средств только на упряжку из 4 коней, тот не считался высшей знатью. Еще менее благородными считались те, кто восседал верхом на верблюдах. Как известно из греческих источников, при триумфальном выезде индийского владыки в голове шествия шли музыканты и курители благовоний. Далее следовала слоновья упряжка царя, окруженная женщинами-телохранительницами на слонах, лошадях и боевых колесницах. О времени, когда в Индии начали приручать слонов, хроники не говорят, но это могло произойти уже во 2-м тысячелетии до нашей эры. Вскоре, вслед за расцветом Шумера и Египта, в долине Инда возвысился народ, обладавший письменностью, строивший города, умевший плавить бронзу и знавший много других ремесел. А в качестве домашнего животного державший не только овец, коз и свиней, но и буйволов, зебу и даже, как указывают некоторые признаки, слонов. Достаточно долго было очень мало известно о происхождении и жизни древних людей, которые жили на этой территории Индии. Однако после раскопок в Мохенджо-Даро и Хараппе в 20-х годах прошлого века археологи Пакистана и Индии нашли более 1000 прекрасно спланированных городов, выстроенных из обожженного кирпича, с похожими по стилю гончарными изделиями и изысканными резными печатями. Все это подтверждало существование неизвестной ранее цивилизации, называемой ныне цивилизацией Инда или Хараппы. Письмо этого народа до сих пор еще не разгадано. Большинство текстов писцы запечатлевали на каком-то недолговечном материале, а то немногое, что дошло до нас на печатях и амулетах, вырезанных главным образом из жировика, не дает ученым достаточно опорных точек, чтобы найти ключ к разгадке непонятных знаков. На территории древнего Шумера также были найдены амулеты, раковины и жемчужины, происходившие из Индии. Следовательно, эти 2 древних города торговали друг с другом, к тому же, по-видимому, без посредников. Среди руин городов в долине Инда нашли изготовленную на шумерский образец цилиндрическую печать и туалетный набор. Более того, Мохенджо-Даро обнаружили сосуд с шумерской надписью. Но вероятнее всего, что торговля между этими странами осуществлялась посредством кораблей,
отправлявшихся от берегов Индии и к ним же возвращавшихся. Одно время продажей отправляемых Шумер товаров, например, слоновой кости, возможно, занималась постоянная индийская купеческая колония. Одно из изображений на найденной в долине Инда вазе, по мнению археологов, рисует древнее богослужение жившего там народа. Вот что известно нам об этой стране и ее народе. Она находилась в северо-западной части Индии и в период своего расцвета по площади, по крайней мере, в 4 раза превосходила Шумер. На всей ее территории была распространена одна и та же письменность, и к тому же тут использовали похожую керамику и другие предметы быта. Этот народ умел плавить медь, выплавлять бронзу, ковать металл, изготавливать стекло, знал и использовал гончарный круг, делал обливные глиняные сосуды и фаянсовую посуду. Городские стены, дома, бани этот народ строил в основном из обожженных кирпичей, ведь в окружающих джунглях дрова найти было легко. Улицы городов были прямыми и пересекались под прямым углом. В кирпичных, в несколько этажей домах более зажиточных горожан, наряду со множеством разных помещений, была отдельная комната для омовений. Но и саманные дома простых людей тоже состояли, по крайней мере, из 2 комнат и имели двор. В самом центре города стояла, окруженная толстой стеной, внутренняя крепость с зернохранилищем. Но это зернохранилище не было похоже ни на зерновые склады шумерских городских или храмовых хозяйств, ни на центральные склады-амбары хозяйств египетских фараонов. Большие помещения типа хранилищ или складов были и при богатых домах. Все это указывает на то, что в городах долины Инда собранное зерно и другие запасы распределялись среди большого количества людей. А это позволяет предполагать, что над народом управлял не один всемогущий царь. Власть он разделял с богатыми семьями. Исследователи пока еще не нашли в долине Инда следов искусственного орошения, но благодаря систематическим разливам реки и его 5 больших притоков, несмотря на малое количество осадков, здесь росли пшеница, ячмень, кунжут, дыни, финики, хлопчатник. Вероятно, здесь жили первые в мире хлопкоробы, первые хлопкопредельщики и ткачи. Овец своих они не стригли, шерстяных тканей не знали. В здешнем теплом климате им не было холодно в легких одеяниях из хлопчатой ткани. Они пользовались десятичной системой исчисления и умели обозначать большие числа. Меры веса у них отличались и от шумерских, и от египетских. Если суммировать все вышесказанное, то становится очевидным, что перед нами технически развитая и необычайно однородная культура. Города долины Инда были построены из кирпича, но не из сырца, которым пользовались шумеры, а из кирпича обожженного. Этот факт, а также остатки огромных плотин, защищавших города от наводнений, и густая сеть сточных канав ясно свидетельствовали о том, что 5000 лет назад проливные дожди в долине Инда были весьма частыми, причем настолько, что обилие воды создавало угрозу городским постройкам, и жители не могли строить свои города из кирпича-сырца, в отличие от шумеров, ибо дожди в Южной Месопотамии, как мы знаем, явление редкое. Жители долины Инда, наоборот, в то время явно имели избыток воды, что удивительно, так как сегодня это одно из самых засушливых мест на планете. Когда европейцы еще жили в деревнях, а Стоунхендж только строился, у харапцев уже была одна из самых совершенных систем городского водоснабжения и канализации. Мохенджо-Даро сеть колодцев обеспечивала его жителям источниками свежей воды на всей территории города. Купальни были практически в каждом доме, а иногда там имелись и туалеты. Использованная вода стекала по разветвленной системе сточных каналов. А так называемая большая купальня, огромный осевший кирпичный резервуар внутри гигантского строения, была техническим чудом своего времени. Этот комплекс был расположен в самом центре городского общественного центра и имел глубокий бассейн, заполненный водой. Очевидно, ненадежный Инд, часто меняющий свое русло,
заставил харабцев создать источники воды в самом городе. Они вырыли в Мохенджо-Даро более 600 цилиндрических колодцев. Эти колодцы, новаторские по форме и по конструкции, были спроектированы так, чтобы быть способными выдерживать глубокие горизонтальные напряжения. Мастера также разработали для стенок колодца кирпич особой формы, суживающийся к концу. Также тщательно инженеры сооружали кирпичные платформы для купалин. Они возводили пол с наклоном для лучшего дренажа. Часто шлифовали края кирпичей для того, чтобы лучше подогнать друг к другу. Платформы и туалеты устанавливались напротив внешних стен, там, где вода и отбросы могли стекать вниз в впускной желоб, попадая в городскую очистительную систему. Другие желоба служили для сброса домашних отходов в уличные мусорные контейнеры. Несомненно, для поддержания всей этой системы в рабочем состоянии требовались огромные усилия. Так необходимо было регулярно чистить помойные ямы, промывать каналы водой, чтобы не дать жителям задохнуться от запахов, распространявшихся от их впечатляющей очистительной системы. Пожалуй, и примеров достаточно для доказательства того, что этот народ самостоятельно, своими силами поднялся на достаточно высокую ступень цивилизации. В своем развитии он соперничал с жителями долины Нила и Междуречья, и по времени его цивилизация лишь немного отставала от них, если отставала вообще. Однако здесь, во всяком случае, непосредственно в долине Инда, развитие прервалось. Здешние города поглотили окружающие их джунгли. Они превратились в логовище тигров и змей. Что случилось? Какая произошла катастрофа? Археологи нашли здесь следы наводнений, которые можно назвать потопом. К тому же к вызванным ими разрушениям присоединились и опустошения, причиненные не знающими пощады вражескими войсками. Правда, конные племена, вторгшиеся в Индию около 1500 года до нашей эры со стороны Ирана, родственные персам арии или древние инды, не были столь уж дикими и кровожадными. Во всяком случае, сведения, дошедшие до нас от эпохи переселения народов, об этом ничего не говорят. В преданиях нет и следа упоминания об обычной для завоевателей борьбе не на жизнь, а на смерть. Тогда что могло заставить завоевателей, если все-таки они были причиной разрушений, расправиться с жителями цветущей страны? Новейшие достижения науки помогли получить объяснение некоторых явлений, беспокоивших ученых. Потопы и драматичный закат городов Хараппы во времена, предшествующие появлению Индоарии в долине Инда. В 1970-х годах съемки Индостана с космического спутника обнаружили свидетельства грандиозных сдвигов топографии полуострова, возможно, связанных с тектоническими подвижками, вызванными землетрясениями. Примерно во втором тысячелетии до нашей эры эти глобальные явления постепенно изменили течение Инда и осушили реку Сарасвати. Эта река, по описанию Вед, была даже больше, чем Инд, и протекала от Гималаев к Аравийскому морю, параллельно Инду, только немного южнее. К 1980 годам гипотеза о гибели цивилизации Хараппы под сокрушительным ударом вторгшихся индоарийских завоевателей окончательно рухнула под тяжестью доказательств ее ошибочности. Стало ясно, что погибла не цивилизация в целом, а лишь города Хараппы, причем не по причине военного вторжения. Когда Сарасвати высыхала, а Инд менял свое русло, по-видимому, множество городов и селений затоплялось. Другие же, построенные на берегах рек, оставались при этом без воды и водного сообщения. Мохенджо-Даро и Хараппа, построенные частично на огромных кирпичных платформах для защиты от потопов, оказались хорошо защищены также и от больших физических разрушений. Сюда устремились обитатели других мест, покинувшие свои менее удачливые поселения. Плотность населения в этих городах резко возросла.
Харабское земледелие также страдало как от истощенных почв, так и от постоянных затоплений. Очевидно, было очень трудно поддерживать земледелие на высоком уровне при столь быстром росте населения. Сегодня совершенно ясно, что пришедшие в Индию племена ариев застали здесь уже угасающую цивилизацию. Падение Мохенджо-Даро и Хараппы происходило из-под воль. Период ухудшения длился, как показывают археологические раскопки, несколько столетий. Немаловажную, а может быть и главную роль в этом сыграл обожженный кирпич. Дело в том, что для обжига миллионов кирпичей, из которых построены Мохенджо-Даро и Хараппа, требовалось много топлива. Самое дешевое – дерево. 5000 лет назад долина Инда была покрыта могучими лесами. Затем пришли градостроители и начали вырубать деревья, превращая их в дрова. Тысячелетия пылали угли, а леса редели. Строители, скорее всего, сами и превратили долину в пустыню, а климатические изменения, возможно, ускорили этот процесс. К тому же, как сравнительно недавно выяснили антропологи, исследуя костные останки древних обитателей долины Инда, причиной гибели многих из них могла стать малярия. Эпидемия буквально выкосила жителей многих поселений. Раскопки, проведенные в последние годы, доказывают, что многие из древних жителей уходили в 3 направлениях – по морю в Суарастру, по суше в Восточный Пенджаб и долину Ганга. На своей древней родине они жили примерно до 1500-х годов до нашей эры, но в других частях Индии можно найти следы существования их больших или малых поселений на протяжении еще 1000 лет. Пока что мы не знаем, когда произошло это переселение, но по морю оно наверняка началось еще перед случившейся в середине 2-го тысячелетия до нашей эры огромной катастрофой и падением метрополии. К тянувшемуся от дельты Инда до кончика полуострова Индостан побережью Индийского океана не раз приставали, преимущественно в устьях рек, большие или малые группы кораблей. Прибывшие на них люди закладывали поселения, цветущие города, среди которых был Латал, превратившийся со временем в большой торговый центр. Археологи и здесь нашли такие же, как Мохенджо-Даро и Хараппе, четырехугольной формы кварталы, в домах комнаты для омовений, на широких улицах крытые канавы. Сейчас Латал лежит уже далеко от моря. Речные наносы превратили в сушу мелководную прибрежную полосу. Но в свое время это был оживленный порт с огромными доками, построенными из обожженного кирпича, в которые заходили корабли, шедшие не только из устья Инда, но и со стороны сегодняшнего Персидского залива. Сведения, полученные при раскопках, позволяют утверждать, что здесь выгружали товары из Месопотамии и, возможно, даже одно время из Египта, не говоря уже о богатой добыче множества морских рыболовных судов. В городе же гончары изготовляли нарядную посуду. Медники выплавляли и выковывали превосходное медное оружие и орудия. Но поскольку в этих местах медь была редкостью, находилась работа и умелым шлифовальщиком каменных орудий. Вероятно, жители Латала и других позднейших поселений, связанных с культурой долины Инда, передали окружающим их народам много знаний, связанных с ремеслами. Но в ходе столетий медленного упадка их письменность совершенно исчезла, и их самих постигла та же судьба. Быть может, захватчики арии подчинили их себе. Арии, постепенно завоевавшие Индию, будучи пастушескими племенами, сначала обходились без городов. И даже построенные ими спустя долгие столетия города-резиденции правителей, защищенные земляными насыпями и деревянными ограждениями, выглядели весьма скромно по сравнению с теми поселениями, которые в долине Инда к тому времени навечно обезлюдили. Об этом более позднем периоде, об Индии 1-го тысячелетия до нашей эры, мы знаем гораздо больше уже из письменных памятников.
Поселившиеся в Индии жрецы создали около 800-500 годов до нашей эры письменность, предназначенную для увековечивания священных текстов. В этом кроется какая-то загадка. Дело в том, что новым письмом записаны и такие религиозные стихи Веды, которые уже и тогда считались неимоверно древними. Конечно, в Азии по сей день известны весьма развитые методики устной передачи памятников народного творчества. Но все же трудно представить, как могли сохраняться эти памятники в течение 600-800, а может быть и тысячи лет. Кроме того, речь шла не только о священных текстах. Старинные памятники сохранили целый язык санскрит, который к тому времени, когда его впервые записали на пергамент и описали его правила, чтобы их соблюдали те, кто знал этот язык, жрецы и другие образованные люди, в своей первоначальной форме уже совершенно вымер, исчез из живой речи. Этот язык стал общим литературным языком потомков племен ариев-завоевателей, которые все более умножались в числе, а потом распались на много народов. Этот язык понимали образованные люди во всей огромной Индии. На этом языке написаны многие песни бесконечно длинного, в 200 тысяч строк, героического стихотворного эпоса Махабхарата и другой, более короткий эпос Рамаяна, история приключений царевича Рамы. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. Так можно было бы начать рассказывать эти две замысловатые истории сыновей рода Бхарата. Но слишком долго пришлось бы дожидаться конца. В этих эпосах, особенно в Махабхарате, больше всего бросается в глаза то, что арии, господствующие над темнокожим туземным населением страны, в основном заняты ссорами, соперничеством и сражениями друг с другом. Но они передвигаются уже не так, как в эпоху завоевания Индии, не только на конях и повозках, но и на слонах. Самая большая похвала, которой может удостоиться воин, такой могучий герой, как 10 тысяч слонов. Цари и другие вельможи отправлялись в поход на слонах, и в пылу битвы нападающие друг на друга, покрытые кровью слоны-великаны, в неистовстве всаживают клыки один другого. Быстрые могучие звери, носящие колыхающиеся знамена, воют страшными голосами, запоротые клыками насмерть. А находящиеся под их защитой широкоплечие пешие воины-герои, неся копья, луки, сверкающие боевые топоры, острые мечи с крепкими рукоятками, дубины и палицы, идя со всех 4 сторон света, бросаются друг на друга, полные решимости уничтожить врага. В ходе борьбы, которую вели между собой мелкие и крупные правители Арии, постепенно возникли те великие царства, которые, наконец, подчинили своей власти всю Индию, огромную, лежащую на юг от Гималаев часть Азии, равную по величине почти всей Европе. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.